Всем здравствуйте! Меня зовут Мигряков Виталий, я врач-хирург, косметолог, кандидат медицинских наук и сейчас выступаю в роли химика. У нас на столе очень странный набор предметов. Гелевые стержни для гелевых ручек, черный, вот это черный, то был синий, и, как это ни странно, одноразовые станки для бритья. Казалось бы, что может вообще связывать эти вещи между собой? Однако сейчас постараюсь рассказать. Есть такое понятие, как, ну не то что любительские, да, а какие-то домашние, армейские, тюремные татуировки. И очень часто для них используют красители, которые совсем никак не соотносятся с тату-красками. То есть классные производители там, красок татуировочных, международно известные, там, всемирные и так далее. А есть производители, например, гелевых стержней. И в свое время, когда был дефицит, в общем, красок, инвентаря, то татуировки делались из подручных материалах, в подсобных условиях, не знаю, как это назвать. И одним из главных действующих персонажей были гели из гелевых ручек. Они были разноцветные, что прикольно, ими можно было делать цветные татуировки. И зачем, собственно говоря, мы вот это все решили здесь собрать? Я решил разобраться с мифом о том, что гелевые татуировки, сделанные гелевыми ручками, не удаляются неодимыми кусвич-лазерами. Я немного не согласен с этим утверждением, потому что у нас был опыт удаления таких татуировок. И мы решили сейчас смоделировать ситуацию, то есть взять вот эти гели, развести их немножечко, в общем-то, до состояния, более бледного, не такого концентрированного, как здесь, и сделать модель кожи с татуировкой из гелевой ручки. И в следующем эпизоде мы их будем пытаться обработать лазером, посмотрим, как они реагируют или не реагируют. Что интересно, вот второй предмет, вторая группа предметов, которые у нас здесь есть, это... Давайте откроем. Это одноразовые станки. Вот они. Джилет. Да, Джилет. Это не реклама. Бриться я не собираюсь. Но это тоже, как это ни странно, источник для тату-пигмента и для создания татуировки. Конечно, это делается обычно, все-таки в местах не столь отдаленных, в тюрьме, и изготавливается из этих предметов жжёнка. Мы сейчас я ни разу этого не делал, попытаемся сейчас смоделировать и создать ее. В чем суть? Жжёнка это называется станковая. Я первый раз слышал это слово, тоже очень удивился. Станковая от слова станок, то есть от одноразовых станков для бритья. В тюрьме особенно ценятся черные станки и жжёнка из них. Я постараюсь показать вам, как из нее изготавливать тату-пигмент. Не воспринимайте это как руководство к действию, это даже просто эксперимент в качестве исторического такого факта. Да? Изначально жжёнка как таковая изготавливалась из каблука кирзового сапога и разводилась для того, чтобы делать из нее уже как таковую краску, стерильной жидкостью биологической, мочой, в общем-то. Вот. Сейчас немного дальше пошли, и один из наших, в общем-то, клиентов, пациентов, которым мы удаляли такие татуировки, рассказал, как делается станковая жжёнка. Я как раз от него услышал впервые это название станковая. И, в общем, я покажу, как она получается, а потом они туда добавляют машинное масло, сахар, и все с каким-то прям диким умыслом, какими-то такими штуками для чего-то. Ну окей, давайте с вами попробуем. Разрушители легенд – профессионалы. Опыты выполняются безопасно и под контролем специалистов. Не пытайтесь повторять самостоятельно. Начнем мы с гелевых ручек. Вот. И попробуем их немножко растворить вот здесь. То же самое открываем. Это Эрих Краузе. Вот так. Все. Вот у нас синяя ручка. Вот у нас черная гелевая ручка. И попытаемся, не достает. Угу. Попытаемся тогда ножичком обрезать. Опа. Посмотрим, получится или нет. Опа. Что-то получается.
Ну, нам на самом деле много-то и не надо. Вот, видите, набираем немножко. Вот мы вандально так разрушили наши гелевые ручки. Вот она синяя, вот черная. И вот их содержимое в растворе просто обыкновенной воды чистой. Отлично. Что мы делаем дальше? Переходим к следующему этапу. Вот эту красоту сюда поставим. Следующий этап. У нас предстоит добыть часть пигмента, да, то есть жжёнку, из вот такого предмета, из станка. Для этого нам потребуется зажигалка, стекло, на котором мы будем собирать гарь, вот эту вот именно, да, грязный гарь. У нас есть для подстраховки огнетушитель, потому что, мало ли чего. Вот, он, кстати, годный, свежий, все там проверено. Да, все нормально. Срок службы огнетушителя 10 лет. Вот. Поэтому не повторяйте это в домашних условиях. Мы постараемся это сейчас сделать. Опа. Чувствую, вонять будет сейчас, наверное. С какого конца начнем? Я просто не имею навыков, как готовить жжёнку из таких станков. В чем суть? Пытаемся поджечь пластик. Вот она. То есть вот нас интересует вот как раз вот этот вот смрад. Фу, воняет как. Фу-фу-фу-фу-фу. Слушайте, я сильно много не буду, воняет сильно, ужасно вообще. Смотри, какой кошмар. К тому же у нас здесь датчики стоят еще. Фу. Фу, воняет не могу. Ужас. Ну что, мне кажется, удалось, потому что... Да, сейчас проветрим еще здесь. Что, в общем-то, используется в качестве пигмента? Вот это как раз гадость. Да, вот эта вот гадость, которая здесь есть. Что с ней дальше делают? Ее сошкрябывают. То есть ее сошкрябывают при помощи либо лезвия. Вот мы сейчас взяли монтажный ножик, такой канцелярский ножик. И сейчас постараемся куда-нибудь его собрать. Попробуем сошкрябать как-нибудь это. Первый раз такое дело. Вообще, в прямом эфире доктор Мигряков получает жжёнку. Вообще жизнь. Такая мелкодисперсная, действительно, прям. Не очень много получилось добыть. В общем-то говоря, не знаю, видно? То есть вот. То есть это то, что нам удалось добыть. Сейчас попробуем чуть-чуть добавить водички, попробуем это растворить еще. Вода есть немножко? Много, конечно. Чушь, откуда я знаю? Первый раз готовлю. Давай попробуем размешать сейчас это. Плохо, конечно, растворяется прямо скажем. Видимо, для этого ее там с машины маслом мешают. В общем, что в воде она хреново растворяется, прямо скажем. То есть такая вот штуковина. Значит, надпись из ряда «Пойду помою палец» называется. Надпись на грязной машине. Вот она, вот она прям. Смотри, прям вообще, Ты хочешь, знаешь, облизнуть, Вообще жестяк, вообще гадость, Мелкодисперсно это факт.
То есть вот прям, не знаю, на камеру видно, не? Вообще, короче, вот прям какая-то она такая вообще, даже не знаю, как, ну не пух даже, какая-то как пудра какая-то совсем, мелко-мелко-мелко дисперсная. Вот, это да, это краситель, то есть осталось его только нам растворить, но, видимо, в воде он хреново растворяется, то есть поэтому его растворяют там в различных там масле, сахаре, там что только не делают, в общем-то, да. Туда смотрю, да. Сейчас попытаюсь в воде как-то его растворить, не знаю, насколько это получится, насколько это эстетично все, конечно, ну. О, что-то получается. Вот так вот. Ну, так как я небольшой профессионал в получении жжёнки, ну, что-то у нас получилось. Ну, в общем, я тогда, чтобы сейчас в кабинете не щадить и не устраивать здесь чудесные запахи, все-таки здесь люди работают, вот, я допалю этот чудесный предмет, получу некоторое количество такой жжёнки и из нее уже сделаю тоже вот, ну, похожий раствор, чтобы получить его в нашей чашке Петри и протестировать на нем действие лазера. Вот такие у нас эксперименты. Итак, напомню, это синяя гелевая ручка. Кстати, красивый цвет получился, очень такой прям вообще. Это черная гелевая ручка. И я постараюсь получить нечто подобное вот из жжёнки. В общем-то, да, у нас сейчас как бы количество большого получить не удалось, иначе мы здесь и задохнемся. Вот, и сработает пожарная сигнализация. Поэтому я его получу, ну, в общем, где-нибудь его получу. И этот сделаю из него уже хороший раствор. Ну да, здесь есть. Вот тут, да, видно, против света может быть не видно, но так в целом видно, что там растворенные частицы. Вот. И вторым этапом нашего вот этого увлекательнейшего эксперимента будет изготовление модели кожи вот с этими видами искусственного пигмента, приспособленными, и обработка их лазером, чтобы посмотреть, насколько хорошо они удаляются. Какая чудесная жжёнка, я теперь весь уже в ней, по-моему. Вообще кошмар. Я понял. В общем, не делайте дома жжёнку. Ничего хорошего не выйдет, вы будете все в этом всем. Ладно, отлично. Увидимся в следующей части. Здрасте. Вторая часть нашего видеоролика. Мы сделали все-таки уже такие модели искусственной кожи, можно так их назвать. То есть мы растворили синюю гелевую ручку, раз, черную гелевую ручку, два, и жжёнку, или, ну, жжёнку, как еще ее назвать, больше никак не назовешь. Жжёнку в, ну, подобие модели кожи. То есть это желатин, мы распределили там, и в принципе это отражает, ну, более-менее строение действительно кожи с пигментом искусственным. И цель нашей сегодняшней процедуры, не знаю, нашего видео, это проверить, как будет реагировать каждый из этих искусственных пигментов, приспособленных на лазерное излучение неодимового лазера. Вот, потому что этими красителями, этими даже, ну, пигментами делают татуировки, как-то не странно. Я бы, честно говоря, вот этим бы очень прям поопасался бы делать, потому что это сгоревший пластик, и что там в итоге, это страшно. Но тем не менее делают, поэтому так называемая станковая жжёнка, станковая от слова станок бритвенный, вот, есть еще каблуковая, это из резины каблука. Вот, мне даже в Инстаграме давали советы, как правильно растворять и разводить. Ее нужно было в сладкой, в сахарной, ну, какой-то воде. Вот, и, короче, там есть рецепты. Вот, ну, мы опыта большого не имеем, но мы получили вот такие хлопья, зафиксированные вот такой нашей искусственной модели кожи. Вот, поэтому жуть как интересно, хочется пострелять и, в общем-то, что-то выяснить. Поэтому давайте приступим. Я сейчас настрою аппарат и будем стрелять. Вот. Ну, давайте попробуем 4 миллиметра пятно. Здесь тоже поставим 4. И попробуем там 5-6 Гц. И поставим мощность. Давайте 5. Так даже сделаем. 5,0,0. Ой-ой, не хочет так столько. 5 джоулей на квадратный сантиметр. Это достаточно большая, кстати, плотность энергии. Вот мы сейчас заодно проверим, посмотрим. Давайте попробуем, сейчас проведу.
Слушайте, ну реакция есть. Реакция есть. Так пигмент не очень плотный, то в принципе, да, у нас тут такие. Ну, кстати, интересный момент. Здесь показательно то, что у нас хлопья такие некоторые. Да-да-да. Вот. Сейчас стреляли, а сама реакция именно только в верхних слоях получилась. То есть более глубоко лежащие остались нетронутыми, и это вот как раз один из принципов, почему татуировку нужно удалять много раз. То есть в норме вот эти фрагменты должны как бы разойтись, исчезнуть в течение ближайших нескольких недель и освободить дорогу к ниже, глубь лежащим. Давайте посмотрим дальше. Те же параметры абсолютно все оставляем. Здесь похрен вообще, по-моему. Прям уже комментарий этот оставить. Ну вот здесь, какие-то мизерные, если только на просвет, вот тут что-то, я вот вообще практически не вижу. Еле-еле-еле-еле. И даже по звуку различимо, что мы здесь ничего не ощущаем, как бы вот. То есть с синим практически ничего не произошло. Даже не знаю, даже вот если на просвет, вот только если вот так смотреть, то мне кажется, это от стекла. Все. Это слит от бумаги был. То есть визуально больше никаких изменений здесь не вижу. То есть здесь абсолютно все равно. Вот. Если здесь у нас четкая реакция, вот она не стирается с этой стороны ничего, да, то есть вот она здесь, то синяя гелевая ручка, ей, по-моему, все равно на наш неодимовый Q-Switch лазер. Вот. Поэтому вот вам разница. Гелевая черная ручка, она разрушается и удаляется. То есть тут дело не в гелевой ручке, да, не вот этой самом геле, да, а в цвете. Синяя гелевая ручка, ей абсолютно наплевать на наш Q-Switch неодимовый лазер. Черная гелевая ручка прекрасно подвергается разрушению. Вот, поэтому, то есть она реагирует, а это означает, что и в тканях тоже будет реакция, и, соответственно, будет очищение кожи. Вот такой эксперимент. Попытаемся шарахнуть. Что, бабахаем? Классный звук. Слышите, какой звук замечательный? Это прям вообще огонь тут. Вообще класс. Извините. Ля, тут классно бомбит вообще. Особенно громкий звук, когда мы наскакиваем на крупные скопления. Вот он, смотри, вот сейчас идем вот по пустому, и сейчас зайдем вот сюда. Смотри. Здесь формируются пузырьки газа по всему объему нашей искусственной кожи. Как получается, как от разрывной гранаты. По-другому сказать не могу. Осколки разлетаются, в общем-то. You ready? Потому что здесь крупные скопления, жжёнка прекрасно подвергается разрушению. Очень круто, и мы прям реально ее измельчили. То есть здесь по всему объему у нас реакция идет. Прямо она прям и звук даже был другой совершенно, да, то есть он прям реагировал очень мощно. Краткое резюме. Жжёнка бьется лазером вообще отлично. То есть прям даже по звуку можно было отличить. И по реакции, вот именно, которая у нас произошла здесь, она практически по всему объему, по всей толще у нас среагировала, и произошел выброс вот такой энергии, взрыв осколков, в общем-то. Вот. Мы ее измельчили, и, в общем, хороший эффект. Поэтому, если у кого-то возникает желание удалить жжёнку, жжёнка удаляется хорошо. Один из, получается, вот из этих представителей, то есть если сравнивать, например, с черной гелевой ручкой, то здесь слабее реакция, чем на жжёнку. То есть жжёнка прям отлично взрывается. Вот, поэтому, еще раз, у нас был эксперимент, у нас было 3 красителя искусственных, наверное, даже 3 искусственных красителя приспособленных, которыми тоже в том числе делают татуировки. И один из них это голубая, синяя гелевая ручка, это черная гелевая ручка и жжёнка, то есть жжённый пластик станка бритвенного. Распределились роли так. Лучше всех удаляется жжёнка. То есть самая бурная реакция, самая мощная реакция на лазерное излучение у жжёнки. Прям на весь объем, крупно, частицы даже визуально видно, насколько они раздробились, насколько мы их бахнули. Второе место это по удаляемости.
Второе место — это гелевая черная ручка. И здесь я хотел рассказать, что дело не в геле, а дело в цвете. То есть частицы черного цвета в гелевой ручке прекрасно будут удаляться таким неодимовым лазером. И третий наш участник — это синяя гелевая ручка. Вот тут вообще никаких реакций не произошло. То есть, как и предполагалось, никаких эффектов. Дело не в гелевой ручке, а дело в синем цвете. Любой синий цвет будет очень слабо реагировать на неодимовый Q-Switch лазер. Поэтому важно отличать гелевые ручки синяя либо черная была, да, чтобы черную мы беремся удалять, синюю нет. Ну, жонку вообще с удовольствием удаляем, потому что она классно дробится этим лазером. Вот, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, мы еще что-нибудь повзрываем, поподжигаем или лазером постреляем. Поэтому нам, в общем, нам интересно, я думаю, вам тоже. Поэтому следите за нашими видео и подписывайтесь. Спасибо.